Приветствую вас, друзья! Сегодняшнее видео посвящено удивительному морскому коньку. Давайте вместе погрузимся в захватывающий мир этой уникальной рыбки и узнаем больше о ее фантастических особенностях. Приятного просмотра! Морского конька легко узнать с первого взгляда. Он выглядит как миниатюрная горгулья с готического собора, хотя на самом деле является рыбой. Вместо обычного хлопающего рыбьего рта у него есть неподвижная вытянутая трубка, вместо упругого хвоста спиральное щупальце. Вместо чешуи у него прозрачная кожа, под которой видны шипы и костяные пластины, придающие его телу граненную форму. Его глаза выразительны и могут двигаться независимо друг от друга. Но главное отличие заключается в том, что его тело имеет вертикальное положение, как у нерыбьих существ. И морда направлена вперед, соединенная с телом через изогнутую шею. Обитают коньки в прибрежных зонах морей тропических и субтропических зон, а также некоторые виды могут встречаться в холодных водах, например, у южного побережья Англии. Их размер зависит от вида. Например, карликовый морской конек имеет длину тела не более 4 см, в то время как те, которые обитают в акватории Австралии, достигают размера до 30 см. Один из самых необычных видов обитает в водах Индонезии. Каждая особь обладает уникальным рисунком, который может быть в полоску или крапинку. Живут морские коньки на небольших глубинах, главным образом у берега, в гуще водорослей и другой морской растительности. Их тело имеет особое строение, которое помогает им прекрасно маскироваться. Оно покрыто длинными костными иглами и кожными образованиями, похожими на ленточки. Благодаря такому облику рыбки почти невидимы для своих врагов, спрятавшись среди растительности. Морского конька можно сравнить с хамелеоном, так как они способны изменять окраску своего тела. Рыбки прикрепляются к стеблям и листьям растений и меняют свой цвет так, чтобы сливаться с окружающей средой. Кажется, что это гротескное существо не могло возникнуть естественным путем. Его создал безумный художник. Но все становится на свои места, если посмотреть на ближайшую родню диковинных рыбок. Морской конек – это центральный и наиболее обширный род подсемейства морские коньки, который входит в семейство сросночелюстных или рыб-игл. Рыбы-иглы тоже весьма необычные, но о них я расскажу вам в следующих видео. Если поставить рыбу углу вертикально и нагнуть ей голову перпендикулярно к телу, получится морской конек. Вероятно, нечто подобное и произошло около 25 миллионов лет назад. Но как вообще такое могло случиться? Тело с многочисленными шипами и выростами, непригодный для плавания скрученный хвост и сама манера плавать стоя животом вперед. Все это кажется вызовом законам природы. Своим длинным, гибким, лишенным плавников хвостом конек может заякориться за веточку коралла или водоросли. Однако грести им совершенно невозможно. Роль, утраченную хвостом, взял на себя спинной плавник. В отличие от подавляющего большинства рыб, у морских коньков он подвижен. Дополнительными двигателями служат парные грудные плавники, расположенные, вопреки названию, не на груди, а по бокам тела, возле жаберных щелей. Но плавать на этих плавниках все равно, что грести веерами вместо весел. Между тем, далекое от обтекаемости тела конька должно иметь огромную парусность. Он вряд ли сможет противостоять даже медленному течению, а из хищников мог бы спастись бегством разве что от улиток и морских звезд. Морские коньки не стремятся соперничать в скорости или плыть против течения. Они предпочитают обитать на коралловых рифах и в зарослях водорослей в мелководных районах. Они избегают мест, где протекают морские течения. Большую часть времени морской конек проводит, прикрепившись хвостом к кораллу или водоросли. Ему не нужно спешить, поскольку пища сама приходит к нему со всех сторон. Кормовой рацион коньков состоит из зоопланктона, микроскопических животных, плавающих в воде. С помощью своего трубкообразного рта конек создает тягу, чтобы засосать небольшого раковинного рака с расстояния до 4 см. Пойманная добыча фильтруется в его ротовой полости и отправляется в глотку, а вода выбрасывается через жабры. Места обитания морских коньков обычно богаты планктоном, поэтому проблем с питанием у них обычно не возникает. Когда рыбка замечает хищника,
Она не убегает, а скрывается с помощью маскировки. Из-за своего необычного вида и способности менять окраску, конька трудно заметить среди зарослей. Если хищник все же обнаруживает конька, поймать его не составляет труда. Однако морской конек содержит мало пищи, и его движения малоподвижны, поэтому хищникам нет особого интереса съедать его. Несмотря на то, что у коньков есть костные пластины, покрывающие их тело и увеличивающие их размер, они не защищены от хороших зубов хищников. Возможно, только скаты, крупные крабы и некоторые другие хищники могут почувствовать интерес к морскому коньку. Наверное, самой невероятной, если не странной, особенностью морского конька является то, что детенышей рождает самец. Об этом необычном явлении ученым стало известно только в прошлом столетии. У самого основания брюшка самца морского конька, там где отсутствует защитный панцирь, расположен большой кожистый карман и щелевидное отверстие. И когда самка откладывает яйца прямо в этот карман, самец их оплодотворяет. Самка откладывает яйца в карман, пока он полностью не заполнится. В нем может находиться более 600 яиц. Внутреннее покрытие кармана становится похожим на губку, заполненную кровеносными сосудами, которые играют в определенную роль в питании яиц. Это необыкновенная особенность самца морского конька. Когда откладывание яиц завершено, будущий папа отплывает со своим надутым карманом, являя собой своеобразную живую коляску для детенышей. Через 1 или 2 месяца самец рождает крошечных малышей, точную копию взрослых особей. Миниатюрное прибавление в семействе выдавливается через отверстие до тех пор, пока сумка не станет полностью пустой. Иногда самец испытывает очень сильные родовые схватки, чтобы вытолкнуть последнего детеныша. Появление на свет симпатичных малышей – это удивительное зрелище, но для самца процесс родов очень изнурителен. Эволюция не может объяснить происхождение репродуктивной функции морского конька. Весь процесс размножения выглядит слишком нетипичным. Действительно, строение морского конька остается загадкой, если мы пытаемся истолковать его как результат эволюции. Как заявил один из ведущих экспертов несколько лет назад, морской конек находится в той же категории, что и утконос в отношении эволюции. Он представляет загадку, которая сбивает с толку и разрушает все теории, пытающиеся объяснить происхождение этой рыбы. Сейчас более актуальным вопросом является сохранение морских коньков. Почти все известные виды коньков находятся под угрозой и включены в Международную Красную книгу. Главные причины этого – незаконный лов, чаще всего для изготовления сувениров и в китайской медицине, загрязнение морей и разрушение коралловых рифов, вызванные глобальным потеплением. Спасибо, что присоединились к моему видео о морском коньке. Надеюсь, вы узнали много интересного об этой удивительной рыбке. Пусть морские коньки продолжают свое загадочное плавание в океанах, а вы подписывайтесь на канал и жмякайте лайк этому выпуску. Берегите природу и до новых встреч!